Всем привет, с вами Ксюша. В этом видео декоративная штукатурка из обычной шпаклевки плюс рецепт самодельного воска. Перед началом работы обязательно укройте все, что можно испачкать, пленкой и малярным скотчем. Декоративная штукатурка, которую я буду делать в этом видео, скрывает мелкие дефекты и неровности поверхности, поэтому достаточно подготовки как под обои. Создавать рельеф я буду при помощи финишной полимерной шпаклевки Родман Паста. Для нанесения потребуется кельма и декоративный тампон. Его можно приобрести в магазине декоративных материалов. Набираю Родман Пасту на кельму. Наношу не очень толстым слоем, где-то в 2-3 мм. Накидали немного материала и теперь формируем рисунок при помощи кельмы. Делаем хаотичные волнообразные движения. Делается достаточно легко и быстро. Просто прикладываем к поверхности кельму и вытягиваем. Главное, нижнюю часть кельмы слегка держать на весу, чтобы она у вас к шпаклевке сильно не прилипала. Заполнили небольшой участок, берем декоративный тампон и создаем дополнительный рисунок. И натыкиваю на поверхность там, где хочу, чтобы был дополнительный узор. Откладываем тампон, набираем еще материал на кельму и продолжаем заполнять дальше. Наношу стык, шпаклевку. Также заполняю небольшую площадь, где-то в квадратный метр. Заполнили площадь и опять формируем рисунок. Ничего здесь сложного нет, как будто гладите утюгом поверхность. Откладываем кельму, берем тампон. Начинаю тамповку с места стыка, чтобы убрать излишки материала, если таковые получились. Закончили формировать рисунок, дадим шпаклевке полностью высохнуть. Шпаклевка полностью высохла, сейчас я ее буду прошкуривать при помощи 240-й наждачной бумаги. Это необходимо сделать, чтобы избавиться от очень острых верхушек. После того, как прошкурили поверхность, ее необходимо обеспылить. Сделать это можно при помощи кисточки либо пылесосом. После того, как обеспылили, берем краску нужного цвета и окрашиваем поверхность. Краску я использую глянцевую и наносить ее буду при помощи валика с длинным ворсом. Закончили прокрашивать поверхность, ждем, пока высохнет краска. Тем временем замешаем самодельный воск. Для этого потребуется 50 мл акриловой краски, столько же серебристой.
Добавляю серебро и акриловый глянцевый лак. Хорошенько перемешаем получившуюся смесь и добавим ее к обойному клею в пропорции 2/3 обойного клея, 1/3 получившейся смеси. Очень хорошо перемешиваем, чтобы зеленая краска смешалась с серебром и равномерно перемешалась с лаком. И переливаем эту смесь в обойный клей. Наносить воск на поверхность я буду при помощи валика с длинным ворсом и убирать излишки с верхушек скребком. Наливаю воск в ванночку, набираю на валик. Наносить воск лучше всего по направлению рисунка, чтобы в дальнейшем стык приходился по нему. Нанесла небольшое количество и убираю скребком. Состыковку делаю по краю, без нахлеста. Иначе будет в этом месте сильное пятно в виде полосы. Нанесла и сразу убираю. Закончили нанесение, сейчас я сниму скотч с краев образца и подведу итоги. За счет мягких нежных цветов этот вариант декоративной штукатурки получился спокойным. Хаотичные переливы фактуры смягчились после покраски поверхности. Полупрозрачный зеленый цвет нежно подчеркнул их. Более насыщенный и темный цвет воска проявил бы получившийся узор намного контрастнее и четче. В наших оттенках декоративная штукатурка выглядит спокойной и ненавязчивой, особенно при прямом рассеянном свете. Если нужно прорисовать узор, то можно использовать боковое освещение. И чем более жестким и направленным будет свет, тем лучше будет читаться рисунок. То есть при помощи света можно менять настроение и объем фактуры. Это огромный плюс данного вида декора. Техника нанесения простая и не нужна идеально подготовленная поверхность. Достаточно выровнять ее как под обои. Далее грунтуйте ее обычной грунтовкой и можно создавать фактуру. Чтобы хватило самодельного воска на всю поверхность и не пришлось замешивать еще порцию, делайте сразу достаточное количество с расчетом 120 грамм на квадратный метр. Мне этого объема воска хватает с запасом. На всякий случай запишите пропорции и марки колорадов, которые будете добавлять. Мало ли что-то нужно будет переделать или не хватит воска на всю площадь. Лучше подстраховаться. А на сегодня все. Ставьте лайки, оставляйте комментарии и подписывайтесь на канал. Здоровья вам и удачи!